собственно, переходим к вопросу о возобновляемых источниках энергии. Так или иначе, это возобновляемые источники энергии базируются на энергии Солнца. Вы все знаете прекрасно про солнечные панели и всякие варианты солнечных устройств, и ветрогенераторы, которые тоже берут оттуда начало. Тем не менее, большинство выпускает огромный пласт еще энергии, которая нам дает круговорот воды в природе. Половина примерно энергии, доходящей до поверхности Земли, это энергия тратится на испарение воды. Вода испаряется, поднимается наверх, конденсируется в облака. Эти облака потом проливаются дождем, и то, что от этого всего осталось, что упало куда-нибудь на ледники, в горы и так далее, мы используем в качестве гидроэнергии. Она сейчас самая дешевая, самая лучшая, самая чистая, но ее очень мало. Ее реально мы можем потратить только примерно наполовину человеческих потребностей. В то же время, если мы посмотрим на самом деле, сколько может давать энергия круговорот воды в природе, известно, что мы примерно метр осадков в год у нас осаждается, мы, пересчитывая в энергию, получаем 800 тераватт. Это, конечно, меньше, чем чисто Солнце, но это значительно больше, например, чем ветер, да, и все ветроэнергетика. Вопрос. Как всю эту энергию забрать, чтобы мы ее не потеряли? Потому что куда надо обращать эту штуку, что значит, почему же обычный газ дает так мало энергии? Во-первых, мы практически все это теряем вертикально, пока этот дождь у нас падает. Во-вторых, он большей частью падает у нас на равнину или в океан, и мы там не можем уже использовать эту энергию, а вода уже упала вниз. Да? Значит, есть идея, которую когда-то еще высказал Никола Тесла еще 100 лет назад, по поводу того, что вот если бы мы могли собрать эту воду в облаках и спустить ее вниз в любом месте, где нам это надо, то мы бы тогда могли использовать ее глобально и радикально. И вот эта идея извлекла в основу аэрогаз. То есть аэрогаз это, по сути дела, сочетание трех известных, хорошо разработанных технологий, которые вместе дают огромный синергетический эффект. То есть это технология обычный газ, это технология аэростатовозаграждения, которые были известны прекрасно в Первую и Вторую мировую войну. И это технология сбора тумана, которая известна во многих странах, например, в Непале, там, в Чили, в Эритрее и так далее. Да? Кажется глупостью, да, вот мы собираем этот туман, ерунду. Что мы там получим внизу? На самом деле, когда мы делаем расчеты, то оказывается, что мы получаем вполне работоспособную энергетику с очень высоким КПД. С технико-экономическими показателями значительно лучше, чем любая существующая энергетика. Вот, собственно, патент, который был запатентован, потом по нему была еще PCT заявка, сейчас он патентуется в Европа, Америка, Канада, Китай и Индия. Русский патент уже есть. И вот результатом этого всего мы видим огромное преимущество. Мы можем получать энергию, грубо говоря, в любом месте, где нам она нужна, просто создавая вот такие подъемные устройства. Я скажу несколько слоганов, для того, чтобы было понятно, как это может быть просто. Да? То есть, представьте себе название обычное облако. Так вот, любое среднее облако эквивалентно примерно глубокой атомной станции. Грубо говоря, каждая сотая капля дождя покрывает полные потребности всего человечества. Вот мы каждую сотую каплю используем, мы покрываем полностью потребности и в воде, и в энергии. И главный вопрос воды, который для очень многих стран, например, миллиард человек на Земле не имеет воды. Главный вопрос воды, он решается в любом месте, в океане, на островах, на судах, в пустынях даже, да, и так далее. Он решается обращением к ближайшему колодцу, который всегда находится над нами на высоте примерно 2 километров. Да. Хорошо, тогда я заканчиваю. Короче, мой вклад. Я это все придумал, изобрел. У меня есть единомышленники, в том числе, там, например, Александр Сергеевич Байбеков, доктор профессор
профессор и так далее. Все, что я мог сделать, запатентовать, проверить это на научных прототипах и так далее, я сделал. На это потратил примерно 15 тысяч своих долларов. Больше у меня денег нет. Поэтому я хочу, чтобы кто-то проникся этой идеей. Мне не нужен инвестор, я не бизнесмен, я бизнесом этого делать не хочу. Мне нужен бизнес-партнер. Тот, кто захочет прославить свое имя на самом деле. Потому что мы все молимся там на какого-нибудь Стива Джобса или на Илона Маска, да? А через 100 лет никто iPhone не вспомнит, так как сейчас никто не вспомнит патефон, что братьями Паттель, да, был создан. А вот это на века, это навсегда человечество даст энергию, воду, все, что необходимо для человека. На самом деле все абсолютно воплощаемо, все теоретические необходимые работы, экспериментальные работы проведены. Все, что надо, это сейчас построить технический прототип. И этот человек, который вложится сейчас, он будет потом самым богатым человеком на планете, а самое главное, он будет навсегда самым главным инженером, который все это смог осуществить. Так что вот, ребята, собственно, продается бессмертие.